Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Так, наступил тот прекрасный день, когда мы будем смотреть на суженого ряженого. Сейчас у нас идут рождественские гадания, и вы все об этом знаете. Поэтому, кому необходимы личные консультации, пишем в личку. Консультации платные, поэтому не пишите мне с вопросами для получения бесплатной консультации. Так, а бесплатно вы можете посмотреть общие расклады. На Ютубе у меня 3 канала. Я все делаю для того, чтобы вы нашли свои подсказки. Итак, смотрим. Для начала посмотрим вашу характеристику. Суженый ряженый – это мужчина, который на самом деле изменит вашу судьбу. Мужчина, который может стать для вас судьбоносным партнером, постоянным партнером, будущим мужем. Так что смотрим. Что сейчас в вашей жизни происходит? Кому подойдет данный расклад? Но вы знаете, здесь явно я вижу, что как-то не везет вам в любви. Почему? Потому что то ли попадаются легкие отношения по тройке кубков, то ли треугольнички, то есть мужчины заняты, то ли несерьезные инфантильные личности. 2 пажа у нас здесь прям конкретно, да? И вы уже устали убегать от таких. Вот уже есть четкое осознание, как их распознать, как их понять. Но дело в том, что как бы вы ни убегали, все равно судьба вас сталкивает именно с такими. Ну-ка, а почему это происходит? Угу. Научитесь не тратить время на пажей. То есть вы все равно растрачиваете какую-то свою энергию на пустые обещания, вы верите в сказку. Карта звезды говорит о том, что... И видите, здесь нет жезлов. Почему это происходит? Да потому что все равно, когда входят эти пажи, вы вместо того, чтобы сразу их отсечь, вы даете им какое-то время. Тратите свою энергию, надеетесь их как-то внутри переделать, дать понять вообще, что что-то они делают не так. Но здесь я вижу, смотрите, звезда и императрица. Вы, в принципе, на правильном пути. Здесь я вижу, что вы уже исправили свою ошибку. Просто как будто бы вы сейчас подбираете хвосты. Подбираете хвосты. Вам нужно поставить на место тех, кто был в вашей жизни. Больше я вижу здесь возвращенцы, 5 кубков, которым вы не дали понять, кто вы и как с вами нужно себя вести. То есть люди, которые ушли. Но здесь то ли вы избежали от этого урока, закрылись, могли блокировать партнеров, да, то есть вместо того, чтобы четко прояснить, набраться смелости по рыцарю мечей и высказать все лицо, вы отворачивались. И вот сейчас эти люди возвращаются для того, чтобы вы им высказали и дали понять, что вы императрица, и что с вами так нельзя. Что еще в вашей жизни? Ну, вы уже, да, вы уже в конце трансформации. Ой, нет, у вас уже все, жизнь меняется, новые перемены, новые взгляды, новые отношения. Вас ждет новый виток вашей жизни. Я пока не знаю с кем, но тут явно проиграется, что вы переходите на новый уровень. То есть из пажей мы уже идем в рыцари. И трансформация Солнца и колесо фортуны четко нам указывает на то, что вы переходите в новый этап. Грядут перемены, грядут изменения. Здесь сейчас мы будем рассматривать. Если вы чувствуете, что вы более уверены, более оптимистичны, то есть вы уже не боитесь что-то высказать, вы не боитесь кого-то поставить на место, вы не боитесь мужчину потерять, то это ваша позиция. Здесь есть некая уверенность и ценность самой себя. Вы как будто бы полюбили себя и поняли, чего вы достойны. И вы не подпускаете людей, которые вас обесценивают или не дают вам то, на что вы рассчитываете. То есть не боитесь поставить свои рамки, ограничения, защитить свои границы и так далее. Но здесь человек прошел хорошую отработку, очень хорошую. И вы успешно сдали экзамен, потому что я вижу, что судьба готова вас вознаградить, выдать, как говорится, диплом об окончании обучения. Ну что, давайте смотреть, суженый, ряженый, кто ты?
покажись, суженый, ряженый. Для моей императрицы покажись, какой ты мужчина. Победитель. Тоже прошел нелегкий путь, тоже боролся, тоже что-то проходил. Но здесь вы очень похожи по энергетике. Почему? Да потому что я вижу, что да, ошибался, спотыкался, но, как говорится, руки не опустил. Мужчина длительное время закрывался от отношений, закрывался вообще от личной жизни, находился в состоянии бездействия, вкладывался, скорее всего, в работу, в карьеру, в зарабатывание денег. Еще здесь может быть, что мужчина ухаживал за мамой или недавно, ну, скорее всего, потерял маму, или же потерял партнершу. Такое тоже может быть. Что у него еще? Ну-ка о нем расскажите. Угу. Но здесь человек боялся строить отношения. Почему? Потому что была какая-то неудача, разочарование. Ну или боялся взять на себя ответственность. Я говорю, человек проходит трансформацию. У каждого будет своя трактовка. То есть у кого-то после определенной неудачи мужчина закрылся и решил вообще поставить на этом точку, да, ну, бывает такое, да, может быть, не сложилось что-то. У кого-то после определенной неудачи, когда мужчина встретил женщину, но для девятки кубков, для развлечения, и понял, что там ловить нечего, да, то есть, ну, у кого-то может и быть период взросления, то есть мужчина как будто бы осознал, что так жить больше нельзя, что пора бы остепениться и пора бы уже жениться, вот у кого. То есть, ну, здесь может быть заядлый холостяк, который все-таки готов изменить свою судьбу. Шестерка пентаклей. Почему? Да потому что то, в чем он находится, его не удовлетворяет. Ну или же после какой-то травмы мужчина закрылся и не хотел ни в кого влюбляться, потому что я не вижу кубков. Я вижу, что у мужчины была цель только преследовать какие-то развлечения, может быть, что-то, какие-то кратковременные связи, да, или то, что доставляет ему удовольствие. Это заработок, достижение, карьерный рост. Еще расскажите о нем. Но я говорю, он стоял на выборе. Здесь мужчина стоял на выборе. Здесь мужчина король мечей, который борется с чем-то, с кем-то, с обстоятельствами, выходит из какой-то зависимости. Здесь у мужчины явно есть страхи. Мужчина привык достигать своего. Мужчина, когда ставит цели, он никогда не останавливается. Но дело в том, что именно в личной жизни он потерпел какую-то неудачу. Какой выбор ты делаешь? Ну-ка. Ну, выходить ли мне из повешенного или не выходить, добиваться, не добиваться, ставить ли точку на прошлом и идти в будущее? Еще выбор. Боится ошибиться. Здесь мужчина боится ошибиться. Есть переживание. Как же он тут страдает? А что с ним сейчас? Он стоит перед выбором, девочки. Остаться ему свободным и независимым или войти в короля Пентакли. А король Пентакли – это создать семью, создать серьезные отношения и уже начать действовать. Что у тебя в жизни? Ну-ка, твой статус. Твой статус. Да нет, он свободен. Он в поиске императрицы. Ну, то есть, знаете, это когда мне нужно найти императрицу, и вроде бы есть шанс. Видите, у него есть шанс. Шанс с кем-то построить отношения, шанс с кем-то... Я думаю, что вы знаете этого человека, ну или, по крайней мере, он за вами наблюдает. Но он боится то ли проявиться, то ли появиться, то ли как-то предложить вам. Есть ощущение, а вдруг разочаруюсь, а вдруг не получится, а вдруг не сложится. И вот мужчина здесь стоит перед выбором не между двумя женщинами, а делать предложение, не делать, действовать, не действовать. Видите, двойка мечей и двойка жезлов. То есть я боюсь перемены, я не знаю, как мне действовать. Да, здесь нужны действия от мужчины. Хорошо, что у вас? Знаете ли вы его, я хочу узнать. Знаете ли вы его? Да, между вами конфликт. Между вами конфликт, пауза расставания. Отношения здесь явно не сложились, ну потому что мужчина у нас. Хочу, не хочу, буду, не буду. Здесь, скорее всего, у вас
была некая связь или какая-то переписка, или взаимодействие, но мужчина как будто бы откладывал встречу на потом. Из-за чего у вас конфликт? Мгм. 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 Понятно. Вы хотели серьезные отношения, мужчина у нас шел по тройке кубков. То есть я не готов пока взять на себя ответственность, вел себя немножко незрело. Мгм. От мужчины не было действий. Также мужчина мог манипулировать, здесь мужчина мог, господи, а что ж он ваш такой суженый-то ряженый, а? Ты посмотри. Явно здесь, смотрите, какая история у нас. Мужчина у нас мог уже возвращаться, то есть 20-й старший аркан, то есть он мог уже вернуться после какой-то паузы, но опять же стройка кубков. То есть давай мы с тобой будем развивать отношения по-легкому, без обязательств, да, а там посмотрим, что будет, то будет. Мог обещать, мог манипулировать, давать ложные обещания. На самом деле по отшельнику не готов был расстаться со своим одиночеством, со своей независимостью. Почему? Потому что боялся. По дьяволу зависимость от своего эгоизма, а это мои привычки, то, что меня держит, то, что меня тянет, это то, на самом деле, что мне комфортно. Вы ждали действий, проявления как бы чувств, но через поступки. Мужчина этого не сделал. Сейчас между вами рыцарь мечей. То есть вы поставили эти отношения на паузу. Почему он ваш суженый? Но здесь много старших арканов, и здесь мы закрываем, да. Но понимаете, здесь как будто бы борьба идет между иерофантом и дьяволом. То есть какую дорожку выберет мужчина, светлую или темную? То есть это его путь, это его прохождение. Это то, что должен мужчина изменить в себе, на что-то решиться. А он постоянно как будто бы переминается с ноги на ногу. Почему? Это ваш ну вы должны ему помочь пройти трансформацию. Мгм. Научиться принимать решения, брать на себя ответственность. Ну да. Ой, девчонки, ну я не знаю. Здесь женщина меня смотрит жрица, то есть вы очень мудры. У вас есть определенная интуиция, которая очень хорошо работает. Вы эмпатически чувствуете этого мужчину, и вы с ним, если честно, уже проходили некий урок из прошлых жизней. Ну, то есть, может быть, в прошлом вы были уже определенной парой, может быть, вы были там братом и сестрой, но дело в том, что этот мужчина как будто бы в прошлой жизни не оправдал ваше доверие. Вот сейчас ему дается шанс одержать победу над судьбой, пройти все-таки эту трансформацию. И именно ваша уверенность и ваше поведение может помочь ему это сделать. Так, хорошо, пройдет ли он эту трансформацию? Господи, боже мой, здесь прям мужчина у нас прям, я вам честно могу сказать, да, прям его из стороны в сторону кидает. То он в дьявола, то он в иерофанта. То я люблю, то я, как говорится, солнце, да, то я люблю только себя. Мгм. Эту трансформацию мужчина пройдет только если вы будете очень уверены. Это для вас обоих урок, девочки. Суженый ряженый, да, здесь любовь будет и настоящая, искренняя. Смотрите, мужчина здесь непростой, так же, как и ваша судьба. Вот помните, я вам сказала, все время попадаются какие-то инфантильные личности. Все время вы как-то натыкаетесь то ли на легкие отношения, то ли на треугольники, то ли на мужчин, которые не преследуют серьезных целей. Дело здесь не только в мужчине, честно скажу. Здесь как будто бы женщина слишком быстро уступает. Она не дает возможности мужчине ухаживать за ней или же понять, что она хочет в отношениях. Ну, то есть где-то в нем растворяется, слишком быстро влюбляется, позволяет мужчине быстро войти в свою жизнь, использовать ее чувства, верит обещаниям, хотя мужчина в действиях себя не продемонстрировал. Вот этот мужчина, он дается вам для чего? Для того, чтобы вы научились дожидаться, когда мужчина поступками докажет свою любовь.
прояснит ситуацию и будет действовать, а не по Луне. Обещает, говорит, вы для него что-то делаете, а он только принимает вашу любовь. То есть у вас был, скорее всего, в прошлом страх потерять мужчину, не только его, других. Вот встречаемся и все, и вы начинаете его окутывать и лаской, любовью, и как-то подстраиваться сразу под него, менять свои планы, кстати. Здесь человек может кардинально менять план. Вот встретил мужчину, все, поменял все свои планы. Там куда-то собирались, в отпуск все отменили, теперь я буду со своим Васей сидеть, да. А были какие-то вечеринки, праздники, все, не пойду на эти праздники, у меня теперь Вася, да. То есть вы очень быстро впускаете в мужчину и подстраиваетесь под него, хотя мужчина еще совершенно не доказал то, что он готов меняться ради вас, или же вкладываться в ваши отношения. То есть в вашей жизни было вот так, наоборот. Рыцарь кубков, рыцарь жезлов, да. То есть мужчина говорит, говорит, обещает, обещает, рассказывает вам какие-то сказки, вы верите, но при этом поступков нету. И он получает только свое взамен на обещание. Сейчас же в вашей жизни происходит некий кармический урок. Вы даны друг другу оба для трансформации. Вы для того, чтобы научиться отстаивать свое мнение, туз мечей, и стоять на своем, даже если на это потребуется время, восьмерка пентаклей, и не бояться потерять мужчину. А мужчине нужно научиться поступками доказывать свои чувства и любовь. И, между прочим, здесь вам семья светит после того, когда мужчина все-таки поймет, что шутить с вами не стоит, а вы поймете, что, в принципе, ваша жизнь прекрасна и без него. И уж выбор точно будет за вами. Ну хорошо, еще. Суженый, ряженый. Расскажите нам о нем. Угу. Ой, он в четверках, девчонки, сейчас. Женщина-то вы желанная, женщина вы любимая, но он сейчас обдумывает этот процесс. Что мне делать? Я хочу быть с ней, а шансов нету. Возможностей нету, отвернулась женщина от меня. Как мне проявиться, как мне появиться, как мне добиться? То есть мужчина сейчас очень много о вас думает. Вы этого мужчину знаете, прекрасно понимаете, о ком речь. И вы прекрасно понимаете, что сейчас между вами. Мужчину вы заставили не просто думать, а для него вы единственная мысль сейчас на данный момент. Что еще с ним? О, я же говорю, борьба между дьяволом и иерофантом. Допрыгался, доигрался, дошутился, как говорится. Ой, сейчас ему бумеранг тут конкретный прилетает. То есть если он раньше влюблял в себя женщин, например, да, и управлял этим, то есть чувствами, эмоциями, он хороший манипулятор. Прям замечательный. У него прям вот конкретно это в крови. Он уже с рождения манипулятор. То сейчас он попал в ловушку своих манипуляций. То есть из-за того, что он повел себя несерьезно, женщина перестала его воспринимать серьезно, и женщина закрыла перед ним дверь. То есть между вами должна быть именно такая ситуация. Кому подойдет расклад, вот между вами такая. Устали вы от него. И четко поставили перед выбором. И мужчина на самом деле сейчас все взвешивает за и против, и он готов, между прочим, действовать, и он готов что-то сделать, и он готов к серьезному разговору, но не просто разговору, а к поступкам. То есть, видите, здесь паж жезлов говорит о том, что да, я готов действовать. Тройка жезлов. Выходите с двойки, видите? У нас была сигнификация у него двойка жезлов, то есть мужчина бездействовал. Но здесь он уже готов делать первый шаг. Ну хорошо, к чему приведут эти отношения? Но отношения здесь идут именно к серьезному, к браку. К чему приведут эти отношения? Ну, дорастет у нас мужчина до императора. Да, растет благодаря вашей уверенности, благодаря вашему вот этому внутреннему стержню. Честно могу сказать, вы заставите мужчину повзрослеть. Поэтому он ваши суженый и ряженый. Почему? Потому что здесь вы друг другу преподаете уроки. Вы должны обрести уверенность в себе
и настоять на своих желаниях, а мужчина должен научиться исполнять желания женщины. Он будет вашим императором, у вас будут планы на будущее, но здесь у вас взаимная любовь. То есть, да, борьба, да, тяжело, да, неприятно, но дело в том, что после этой борьбы вы одержите победу оба, и для вас это будет настоящей искренней любовью. Здесь по иерофанту вы дадите возможность мужчине обрести, да, это ваш шанс. Между прочим, он будет развивать отношения очень быстро. Если здесь расстояние, переезд, скорее всего, да, здесь вы женщина любимая, он поймет, что без вас он не может. Если не расстояние, эта звезда говорит об искренности чувств в отношении вас, которые он поймет именно в этой десятке жезлов. Десятка жезлов что? Когда ему тяжело без вас, когда ему плохо, когда он понимает, как он страдает и насколько глубоки его чувства. Ну, давайте посмотрим, когда он появится, долго ли вам ждать его действий. Так. Надо чуть-чуть потерпеть. Ну, честно могу сказать, не сразу он появится. У него еще идет процесс, у него еще идет осознание. Здесь у кого-то от 5 до 7 месяцев, честно говорю. Или это 5-й, или 7-й месяц. То есть пентаклевая масть, она приземленная, она не быстрая. А будете ли вы рады его? Но зато, когда он придет, он сразу идет с предложением. Будете ли вы рады его появлению? Ну, естественно, мужчине придется доказывать поступками, да, что он готов изменить вашу судьбу. То есть вы, конечно же, по семерке кубков не будете ему доверять, пока мужчина не защитит ваши отношения важным поступком, пока он не изменит то, что он когда-то разрушил. Поэтому здесь вы еще встанете, как говорится, на дыбы и дадите ему понять, что не так просто войти в мою жизнь. Но мужчина готов, он уже осознал, он созрел, он прошел свой путь, и он идет с тузом пентаклей, с иерофантом и со справедливостью. То есть здесь мужчина может долго думать, долго взвешивать, может еще где-то на самом деле сомневаться в чем-то, но когда он к вам придет, он придет сразу с серьезным предложением. Так что ждите. Мужчина появится, но наберитесь терпения. Займитесь чем-то другим пока в это время. Удачи вам, всего хорошего, до новых встреч. Ваша Елена.